Всем привет! Это видео будет интересно тем, кто хочет удивить своих гостей за новогодним столом. Будем готовить утку с яблоками в корице и карамелизированными орехами. Сделайте себе вкусного чая и поехали наблюдать за этим всей красотой. Для того, чтобы сделать уточку, нам понадобится утка. Лучше покупать охлажденную, но если ее нет, пожалуйста, замороженную. Апельсин, тимьян, соевый соус, конечно же, куда же без него. Дальше соус манго чили, корица молотая, масло оливковое, соль, чеснок и смесь 5 перцев, которые мы растолчем в ступке. Для приготовления маринада нам понадобится сначала натереть цедру одного апельсина, 2 зубчика чеснока на мелкую терочку. После этого добавляем туда оливковое масло, соус манго чили, соевого соуса, молотую корицу и соль. Все это хорошенько перемешиваем, добавляем тимьян, как листики, так и веточки. Для маринада идеально подойдет. И, конечно же, нашу свежемолотую смесь 5 перцев. Дальше с вами мы перемешиваем наш маринад, чтобы все вкусы перемешались. После этого нарежем апельсин, выдавим фреш и будем подготавливать к маринаду нашу уточку. А в правом верхнем углу этого видео вы найдете ссылочку, перейдя по которой вы сможете посмотреть еще больше крутых рецептов. Переходите, подписывайтесь и оставляйте свои комменты. Добавляем наши апельсины. Маринад готов. Начинаем подготавливать утку. Первым делом мы отрежем все ненужные части. Это фаланги, когти так называемые. Отрезаем возле хвоста ненужную часть, там есть всякие невкусно пахнущие органы. Отрезаем шею по желанию. Кто-то отрезает, кто-то оставляет. И отрезаем шкуру. Наша уточка подготовлена. Единственное, что нам осталось, это взять хороший пинцет. Я беру пинцет, которым достаю из рыбы кости, потому что он более мощнее. И достать все перья. После того, как мы достали все наши перья, начинаем подготовочку нашего маринада. Утку хорошенько маринуем, делаем ей массаж с нашим маринадом. Апельсины, которые большие кусочки, можно засунуть в середину утки, для того, чтобы они промариновались и там. И оставляем ее в холодильнике минимум на 3 часа, я оставлял на 12. Потому что когда она постояла 12, я ее достал, вот этого запаха утки не было вообще. Пахло вкусно корицей, пахло апельсинами и тимьяном. Поэтому рекомендую сделать этот маринад с вечера, а с утра уже запекать. Выкладываем на фольгу, добавляем в середину наши апельсины из маринада и отправляем в духовку. На 140 градусов ее выставляем на 90 минут. Наша уточка будет потихонечку томиться. Можно поливать ее соком, который с нее будет выделяться. Дальше подготовим наши яблоки для фарширования. Берем зеленые яблоки Green Smith, корицу, мед из акации и, конечно, наш любимый локальный грецкий орешек, который все в сочетании дадут просто невероятный вкус нашим фаршированным яблочкам. Нарезаем яблоки и добавляем корицу. После этого добавим мед и, конечно же, орехи. Перейдя по ссылке в правом верхнем углу, вы найдете плейлист «Как приготовить лосося», «Как приготовить стейк», «Как приготовить ребра в домашних условиях». Очень информативно и полезно. Переходи и смотри эти видео. Добавили наши орехи. Пересыпаем их в более большую емкость и хорошенько перемешиваем, для того, чтобы наши яблоки напитались вкусом корицы, меда и орешков. На раскаленную сковороду добавляем яблоки. Обжариваем в течение 5-7 минут, пока мед не начнет карамелизироваться.
Добавляем веточки тимьяна, чтобы придать нашим яблочкам такой нежный вкус тимьяна. 5-7 минут жарим, наши яблоки готовы. Мед начинает карамелизироваться, яблоки должны остаться твердые. Наша удочка постояла 90 минут. Вот видите, сок внизу есть, которым я постоянно ее поливал. И потом смазывал кисточкой. Поэтому вот такой получается у нее цвет. Но здесь еще не видно, в дальнейшем это будет очень видно, ближе к презентации. Достаем все лишнее из нашей утки. Это тимьян, апельсины. Наша утка за счет того, что мы сильно ее не фаршировали, в середине уже приготовилась. Там не будет сгустков крови, и наши яблочки вот останутся такими же сочными, вкусными и готовыми к употреблению. Фаршируем по максимуму уточку. А оставшиеся яблоки я разложил по кругу от нашей утки. Сейчас, когда мы поставим еще на 30-40 минут нашу уточку при температуре 150 градусов, с помощью яблок и утки начнет выделяться сок, которым лучше поливать нашу уточку и смазывать кисточкой. Отправляем в духовочку еще на 30 минут. Достали нашу уточку, смазали кисточкой, убрали ее опять. И так повторяем буквально 2-3 раза. И получаем вот такую вот прекрасную, красивую уточку с яблоками, корицей, медом из акации и апельсинами. Пришло время продегустировать, что у нас получилось. Разрезаем филе и заодно проверим, какая прожарочка у нас получилась. Я хотел сделать прожарочку медиум, для того, чтобы утка была не сухая, сочная. Как вы видите, филешка получилась просто идеальная. Розовая уточка, немножко розового сока. Просто прекрасно. Так, наша утка готова. Приступаем к дегустации. Берем кусочек филе. Нежный вкус. Нотка яблока, меда. Ореха не слышно, хотя добавляли его много. И чуть-чуть корицы. Очень вкусный рецепт. Приготовьте его уже завтра или на новогодний стол. Спасибо всем. А еще больше крутых рецептов вы найдете в описании под этим видео. Переходите и увидимся с вами в следующем видео.